Человек спит около 25 лет своей жизни. Во сне наш организм восстанавливает энергию, нервную систему и укрепляет иммунитет. Но, к сожалению, сегодня каждый четвертый житель планеты жалуется на нарушение сна. Между тем, одной из главных причин является храп. Почти каждый человек хотя бы раз в жизни слышал, как хрипит сосед по комнате. И это неудивительно. Согласно статистике, от храпа страдают 30% всего населения Земли. Храпящий человек, сам того не замечая, просыпается во сне до 500 раз на протяжении ночи. Тем самым они не только не дают покоя окружающим, но и подвергают опасности свое здоровье. Многие не понимают, чем опасен храп во сне для самого храпящего. Дело в том, что следствием подобных процессов является ухудшение дыхания и плохое насыщение крови кислородом. А это, в свою очередь, сказывается отрицательно на всех его функциях. Следовательно, борьба с храпом очень важна. Но для того, чтобы с чем-то бороться, нужно узнать причину этого явления. Причин храпа может быть очень много. Самая частая причина – накопления жировых отложений вокруг глотки при лишнем весе. Также храп может появляться из-за воспаления и отека слизистой оболочки глотки, гортани в результате курения, инфекционных заболеваний, аллергических реакций. Храп бывает из-за нарушения носового дыхания при искривлении носовой перегородки, образования полипов в полости носа. Также храп может быть образован из-за также вредных привычек, помимо курения, как я сказал. Это может быть употребление горячей пищи частой, употребление острой пищи, газированной пищи тоже влияет на слизистую мягкого неба. Достаточно часто у одного человека сочетаются сразу несколько факторов, вызывающих храп. Например, один человек может иметь избыточный вес и искривленную носовую перегородку, а также курить, страдать от бронхита и ларингита в связи с курением. Основной симптом храпа – неприятный низкочастотный звук различной силы. Но это лишь верхушка айсберга. Самым опасным симптомом, который рано или поздно появляется у каждого храпящего, является остановка дыхания, именуемая апноэ. За одну ночь количество подобных остановок может достигнуть нескольких сотен. Они приводят к частым ночным пробуждениям, плохому самочувствию на утро, а также и к проблемам сердечно-сосудистой системы. Сейчас уже никому не нужно доказывать, что храп является не признаком крепкого здорового сна, а как раз наоборот, свидетельствует о нарушениях в организме. Причем эти нарушения могут быть вызваны как заболеваниями, так и физическими проблемами. И хотя в аптеках имеется целый арсенал средств, предназначенный для борьбы с храпом, спешить за покупкой различных лекарственных препаратов все же не стоит. Лечение храпа проводится только специалист в этой области, это челюстно-лицевая хирургия, поэтому самолечением заниматься не советую, так как от него может быть только усугубить состояние ночного дыхания. Поэтому специалист, либо первый метод – это консервативное лечение, то есть если сможет врач убрать симптомы, убрать то, что влияет на храп, это то есть какие-то методы лечения. Если вариантом консервативно не получается, то тогда прибегают к хирургическим методам лечения. Также необходимо избавиться от вредных привычек. Они только усугубляют функции нашего организма. Нужно как можно быстрее избавиться от храпа не для того, чтобы не мешать окружающим, а в первую очередь для своего здоровья и хорошего настроения. Берегите себя и будьте здоровы!